Белис Уэсли, фотограф из США, приехал в поисках хороших пейзажей. Именно с этой целью он взял байдарку и отправился в плавание к небольшим местным островкам. На одном из них, почти полностью заваленном ветками, он заметил собаку. Животное было очень худым и выглядело совершенно несчастным. Было заметно, что каждое движение дается животному с трудом, но оно все равно пыталось поприветствовать человека, махая своим хвостом. Как собака оказалась на крошечном островке посреди воды, неизвестно, но Уэсли понял, что не сможет его здесь оставить. Рядом с Уэсли не было никого, кто бы мог помочь, поэтому он выбрался из байдарки и по мелководью пошел к островку. Вблизи на теле животного можно было рассмотреть каждую кость. Эта картина почти заставила парня расплакаться. Пес был обессилен, но было заметно, что он рад видеть человека и надеется на его помощь. Уэсли отнес собаку в байдарку и как можно быстрее отправился к берегу. Парень очень переживал, что Белиз не его родное государство, и он совершенно не знал, какие бюрократические преграды могут встать у него на пути. В стране он должен был провести еще немногим более суток, а затем вернуться домой. Бросить Уинстона, так он назвал собаку, парень не мог. На помощь пришли местные жители. Одни принесли еды для животного, другие нашли ветеринара, согласного осмотреть собаку. Врач взяла у Уинстона все необходимые анализы. Также в клинике его отмыли и обработали от блох и паразитов. Уэсли вернулся в отель, а Уинстон остался под присмотром врача по имени Мия, которая следила за его здоровьем и информировала о нем молодого человека. Анализы показали, что кроме сильного истощения Уинстон практически здоров. Уэсли обрадовался хорошим новостям, но забрать животное с собой никак не мог, поэтому нашел ему передержку. Позаботиться о собаке согласилась Мелани, и в ее доме Уинстон провел почти 2 месяца. Мелани делала десятки фото и видео с животным и отсылала их Уэсли. Обретя дом, пусть и временный, Уинстон был счастлив. Теперь животное хорошо питалось, за ним ухаживали и любили. Забота изменила пса, даже внешне печально опущенные ушки снова гордо стояли на макушке. Как только Уэсли смог уладить все формальности, Уинстон отправился в свой новый, постоянный дом. Молодой человек приехал встречать своего питомца в аэропорт Далласа, и до самого приземления самолета его мучали сомнения, что если собака забыла его. Волнения были напрасны. В первую минуту Уинстон и правда не понимал, как реагировать, но едва почуяв знакомый запах, сразу же начал приветственно махать хвостом и подпрыгивать от радости. Вскоре Уинстон и Уэсли приехали в Монтану, родной город фотографа. Собака попала в настоящий снежный рай. В Белизе Уинстон никогда не видел столько снега, и белый покров произвел на него неизгладимое впечатление.